Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний. А значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Интересно, сколько же мужчин сделает счастливым этот ролик? А кто-то после просмотра даже сможет заявить жене, что она живет с шедевром древнегреческого искусства. Помните анекдот? Средний размер пениса у мужчин Вилариба 10 сантиметров, а у мужчин Вилабаджа 25 сантиметров. А все из-за того, что в Вилариба проводили замеры, а Вилабаджа – соцопрос. Сегодня мы поговорим об одной пикантной особенности античных статуй, которая нередко вызывает недоумение у современных людей, особенно у девушек. Нет, речь не о том, что они частенько разгуливают без одежды. Это как раз было вполне себе прилично. Ведь для древних греков именно нагота была символом чистоты, открытости, ну и цивилизованности. Дело в другом. У большинства мраморных красавцев мужское достоинство выглядит, мягко говоря, весьма скромно. И такая сдержанность древних скульпторов вызывает недоумение. Казалось бы, культ здорового тела и духа предполагает популяризацию внушительных приборов. Но этот принцип у древних греков и римлян почему-то не работал. И причины изображать парней именно так, а не иначе, у жителей античного Средиземноморья, несомненно, были. Просто их представления о красоте и достоинстве сильно отличались от наших. Ну так давайте разберемся в этом вопросе подробно, как вы любите, и выясним, почему древние греки предпочитали изображать своих героев с маленькими пенисами. Изучают. Маленький пенис – признак мужества. В современной культуре большой член ассоциируется с властью мужчины, с его сексуальной активностью. А вот древние греки были совершенно другого мнения. В своей пьесе «Облака» 419-423 века до нашей эры афинский драматург Аристофан так описал идеального мужчину. Блестящая грудь, яркая кожа, широкие плечи, крошечный язык, сильные ягодицы и маленький член. Да, и это не опечатка. Именно маленький член. Именно его греки считали одним из элементов красивого тела. Именно такой отвечал тогдашним идеалам красоты. В древности мужчина ценился прежде всего как воин. Защитник своего царства, республики или города. Большие бицепсы и мускулистые торсы выдавали в человеке бойца, который не тратил времени даром и совершенствовался физически. И в оценке бойцовских качеств половой член ни разу не участвовал. Ведь своим, так сказать, приподнятым настроением на поле боя воины не размахивали. Да и вражине членом по лбу не настучишь в пылу схватки. Зато, чем мельче калибр этого ствола, тем больше шансов пользоваться им подольше. Не отсекут в бою супостаты. Легендарный Геракл, как видите, тоже массивен далеко не везде. Есть член у парня, ну и ладно, носи и пользуйся себе на здоровье. Главное, чтоб спина была пошире. Руки-ноги покрепче, да грудь колесом. Восхищен точностью задания. Тонкий небольшой пенис считался признаком высокой культуры. Звучит забавно, согласитесь. Казалось бы, что имею, то и донашиваю. Какое ваше дело? Но древние греки относились к этому вполне серьезно. Большой пенис ассоциировался у них с неконтролируемой страстью, животными инстинктами и даже глупостью. Напомню вам типаж сантехника из старых немецких фильмов про любовь. Заманить его обладателя в медовую ловушку, по мнению современников, было очень просто. Здесь уже не помогали ни образование удалого членоносца, ни его житейский опыт, обычно приходящий с возрастом. А вот обладатель скромных размеров считался идеальным человеком, способным контролировать свои желания и посвящать себя высоким материям. Он стремился к внутреннему обогащению, имел любовь к мудрости, то есть в переводе на греческий «философос». И теперь становится понятной причина постоянных скандалов древнего философа Диогена со своей женой. Ведь эта добрая женщина всего лишь хотела, чтобы у мужика был твердый стержень, чтобы можно было регулярно на него, мягко говоря, опираться, а не просто любоваться этим 2-сантиметровым символом изящества и мудрости. И отмазка: «Дорогая, у меня ведь как у Геракла,
со стороны почтенного философа здесь явно не прокатывало. Несчастному Диогену только и оставалось, что злобно бурчать из своей бочки на вечно неудовлетворенную жену и философствовать на отвлекающие от плоских утех темы. Какая хорошая практика. Скромный пенис – это признак плодовитости. В Древней Греции вполне серьезно считали, что мужчина с коротким членом имеет большое преимущество при зачатии ребенка. Это сейчас все знают, что такой зависимости не существует. Но тогда времена были давние и темные. В трудах античных ученых есть рассуждение о том, что мужское семя, пройдя более короткий путь, гораздо эффективнее, чем то, что путешествует по длинному маршруту. Соответственно, женщины, желая родить здоровых и красивых детей, предпочитали мужчин более перспективных в репродуктивном плане. Большой член ассоциировался с невысокими мужскими качествами и, как следствие, с бесплодием. А кому нафиг нужны холостые выстрелы при зачатии наследников, согласитесь? Разве что в битве за оргазм поучаствовать и развить навыки интересного общения с противоположным полом. И не надо у меня спрашивать, где греческие молодицы могли так свободно и внимательно рассмотреть столь важный для женского счастья орган. Чатом по интересам тогда не было. У подруг спрашивать бесполезно. Те сами в постоянном активном поиске и делятся разве что совсем никудышным членом общества. А ведь нужно пощупать и помять девайс, оценить его состояние, длину и калибр ствола, определиться со вкусом и цветом, предпочтения к которым, как мы помним, у всех разные. Видимо, были какие-то выставки женихов с возможностью примерки и сезонных скидок, столь обожаемых девочками. Поставьте видео на паузу и напишите свою версию в комментариях. Как античные девочки могли решать столь деликатную проблему с выбором? Заодно и лайк воткните, если подача нравится. Посмотрим. Посмотрим. Идеальные пропорции маленького члена. Античные скульпторы, создавая свои бессмертные шедевры, руководствовались строгими канонами баланса, равновесия и пропорций. Их знания легли в основу принципа золотого сечения, которое применяли гении искусства эпохи Возрождения. Микеланджело, создавая своего знаменитого Давида, нашел изящное решение. Он сделал пенис статуи небольшим, но при этом добавил некоторые детали, намекающие на то, что Давид, возможно, просто замерз. Гениальный ход, не правда ли? И канон соблюден, и намек на потенциальную мощь дан. Большой член нарушал расчеты идеальных пропорций мужского тела, впрочем, как и большая женская грудь. Всегда считалось, что в скульптуре главное не детали, а баланс и общая композиция. Известный режиссер Орицсон как-то сказал об этом следующее. Древнегреческие скульптуры – это про равновесие и идеализм. Неудивительно, что у них нет больших членов. Это было бы смешно или гротескно. Может, этот человек искусства и прав. Мы ведь ходим в музей не для того, чтобы поглазеть на детородные органы. А маленький член в самый раз, чтобы все части сложились в изящное целое. Тютелька в тютельку. Этакая вишенка на торт. Пора подумать о замене. Практичность в камне. Была и чисто практическая причина для такого выбора. Попробуйте-ка высечь из мрамора статую с внушительным хозяйством. Огромный риск, что эта выдающаяся часть отколется при первом же неосторожном движении. А вот маленький пенис – это надежно, красиво, практично и долговечно. Помните Микеланджело с его знаменитым «Я просто отсекаю все лишнее». А был бы он античным хирургом, кто бы его добрым словом вспомнил за укороченный член? Скорее, самого члена-вредителя укоротили бы на целую голову. Просто и без затей. Ой. Эволюция пенисов. Есть еще одна версия. С большой долей вероятности, в эллинистический период истории, когда создавались почти все известные скульптуры, а это период с 323 года до нашей эры по 31 год нашей эры, больших пенисов в природе не существовало. А если они и были, то считались большой редкостью. По крайней мере, ни один письменный источник той эпохи, а их сохранилось до наших дней немало, не повествует о мужчинах с большим хозяйством. Есть авторитетное мнение ученых, что средняя длина человеческого пениса
увеличилось из поколения в поколение. Вот такой вот. Хитрый. Большой конфуз, когда размер имеет значение. Интересно, что большие размеры в античном искусстве все же встречались, но в совершенно ином контексте. Огромными фаллосами наделяли комических персонажей и лесных духов. С большими членами, нередко эрегированными, изображали сатиров, которые вели легкий праздный образ жизни, играли на свирелях, танцевали, выпивали и вступали в беспорядочные половые связи. Представьте себе античный театр, где актер выходит на сцену с гигантским накладным фаллосом. Зрители покатываются со смеху. Вот он, символ глупости и несдержанности. А рядом стоит статуя мудрого философа с его скромным достоинством. И все понимающие кивают. Да, вот это настоящий мужчина. Мудрец, издалека видно. Но был один бог, которому повезло с размерами. Приап. Этот хранитель садов и символ плодородия изображался с поистине впечатляющим фаллосом. Настолько впечатляющим, что его статуи часто использовали для отпугивания воров. Вот так поворот. То, что сегодня многие считают предметом гордости, в античности использовалось для отпугивания нежелательных гостей. Конечно, за прошедшие тысячелетия наши представления о красоте и мужественности сильно изменились. Сегодня мало кто станет судить об интеллекте человека по размеру его гениталий или силиконовых сисек. Ведь, как говорили древние греки, а может и не говорили, но могли бы, неважно, какой у тебя меч, важно, как ты им владеешь. И это, пожалуй, мудрость на все времена. Если видео было вам полезным, то оцените его лайком и осмысленным комментарием. Это очень важно для продвижения. А я пошел искать новый материал. Будьте здоровы!